Здравствуйте, меня зовут Виктория Швальц, я практикующий психолог, и сегодня мы с вами поговорим о симптомах панических атак. Мне, как психологу, довольно часто приходится работать с людьми, которые страдают паническими атаками. Причины тут могут быть самые разные. Это может быть неправильный образ жизни, это может быть какое-то состояние со здоровьем, это могут быть последствия текущей жизненной ситуации. Частота приступов панических атак тоже может быть очень разной. У кого-то это случается один раз за всю жизнь, а кто-то страдает паническими атаками ежедневно. И даже есть случаи, когда люди страдают паническими атаками по нескольку раз в день. Паническим атакам чаще подвержены жители крупных городов, жители мегаполисов. И у женщин панические атаки встречаются в 3 раза чаще, чем у мужчин. Классически паническую атаку определяют как приступ внезапного страха, да, или сильного беспокойства, которое сопровождается определенными телесными проявлениями. И сейчас мы, в частности, поговорим об этих телесных проявлениях. В данном видео я расскажу о 10 признаках панических атак. И эти признаки помогут вам отличить панические атаки от других состояний, связанных с повышенной тревожностью, и от проблем со здоровьем, от приступов, которые обусловлены проблемами со здоровьем. Итак, признак номер 1 – учащенное сердцебиение. Ваше сердце, как вам кажется, вот-вот выскочит у вас из груди. Да? Второй признак – у вас потеют ладони очень сильно, причем могут потеть не только ладони, может потеть вообще все тело, да? С вас буквально просто бьет. Очень яркий признак. Третий признак панических атак – это одышка. Может быть ощущение кома в горле, может быть нехватка воздуха вплоть до удушья. Тоже очень такой яркий симптом панической атаки. Четвертое – это сильная паника, которая сопровождается страхом. Это может быть страх смерти, очень часто такое бывает. Это может быть страх заболеть какой-то серьезной болезнью. Это может быть страх сойти с ума, тоже довольно часто встречающийся страх при панической атаке. Или даже это может быть страх сделать что-то неправильно, совершить какое-то неправильное действие, неправильный поступок. Вот это тоже яркий признак панической атаки. Пятый признак – потеря ориентации в пространстве. Вы можете вообще не понимать, где вы находитесь, как вы здесь оказались. И при этом у вас может ухудшиться зрение. Это тоже симптом панической атаки. Шестой признак – дискомфорт или даже боли в области сердца. Ситуация очень похожая на сердечный приступ. Вы даже можете заподозрить у себя сердечный приступ. Может быть онемение отдельных частей тела, онемение конечностей, и могут быть мурашки по телу. Тоже симптом панической атаки. Седьмой симптом – дрожь во всем теле, вас буквально трясет, очень сильный тремор. Восьмой признак – сильная слабость. Слабость, которая обрушивается внезапно и оставляет вас практически неподвижным. Вам кажется, что вы даже не можете пошевелиться. Девятый признак – резкий скачок артериального давления. И здесь вся симптоматика, обусловленная повышением артериального давления. То есть это может быть головная боль, могут быть головокружение, шум в ушах и так далее. И десятый признак панических атак, он не очень часто встречается, но он как раз-таки очень ярко свидетельствует о том, что это паническая атака. Это дереализация. То есть у вас такое чувство, что вы наблюдаете ситуацию как бы со стороны, вы в ней не участвуете. И пока вы наблюдаете за ситуацией, мир, он меняется, он трансформируется у вас на глазах, искажается. То есть это не тот мир, к которому вы привыкли. Вот так проявляется дереализация. Итак, мы рассмотрели 10 симптомов панических атак. Однако есть еще один очень яркий признак того, что это у вас сейчас, то, что происходит сейчас, это паническая атака. Это ее кратковременность. Как правило, панические атаки не длятся дольше 15-30 минут. Потом симптомы сходят на нет, и остается только слабость, вялость, усталость.
после такого приступа. И еще один момент. Панические атаки всегда неожиданны. Они обрушиваются на человека без каких-то видимых причин. Исключение здесь, пожалуй, составляют только ситуативные панические атаки, то есть атаки, обусловленные пребыванием в каком-то месте, например, в лифте или в месте, где очень много людей находится, да, или в общественном транспорте. И, как правило, люди, которые страдают такими паническими атаками, они уже знают, какие места, какие ситуации вызывают у них панику, и стараются избегать этих ситуаций и этих мест. Итак, все данные симптомы, о которых я сейчас упомянула, позволяют вам говорить о том, что у вас панические атаки, а не какие-то другие расстройства, связанные с повышенной тревожностью. У одного человека все эти симптомы присутствуют очень редко, но если у вас присутствует 4 первых симптома, можно с уверенностью говорить, что вы страдаете паническими атаками. Как правило, у всех людей эти первые 4 симптома присутствуют. Итак, если вам понравилось данное видео, если оно показалось вам информативным, пожалуйста, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Этим вы поможете продвижению канала, и больше людей смогут ознакомиться с данной информацией. Спасибо.